тут как-то не про душноту, знаете ли, в магии, не про вот это ощущение ЧСВ, это действительно про открытие дорог. Поэтому сильно в эту сторону не планируйте. Прям накроет тебя. Да, ощущение, что ты это все получаешь от какого-то кота. Какие-то, знаешь, чужие мысли, не твои совсем. Слушай, я так понимаю, что это вроде как такая нормальная история, какие-то нормальные отношения. Да надо, слушай, чтобы тебя просто в один прекрасный момент не долбануло от твоей переработки. Девочка, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. Сегодня будем заглядывать в будущее наше. Ну, в принципе, время же такое, да, чтобы в будущее заглядывать, потому что время эфирок, мандаринов всяких. У меня, кстати, есть, смотрите. Сейчас, конечно, это админа инфаркт хватит, что я вам такое в кадр показываю. Это подношение. Это подношение, вот. Я потом разделю трапезу мандаринками, а зефирки оставлю птичкам. Так, окей, потому что грядет Новый год, и надо же в платье влезть. Чешуйчатое все же как бы по правилам же надо делать, правда? Ладно, давайте смотреть, что вы там себе нагадали, если вы вдруг отмечаете языческие праздники, потому что сейчас время Йоли, если вы смотрите, да, 12 или даже 13 дней волшебства, и под каждый день и есть свой особый ритуал. Вот. А уж поскольку я немножко зарядила вас, ну, вот те, кто со мной достаточно давно под празднование, да, праздников, которые относятся к колесу года, это все уже наш персональный Новый год. Поэтому можно себя чем-нибудь порадовать, в том числе еще и прогнозами, да, события, которые должны прийти в твою жизнь. То есть вот, я не знаю, хорошие, плохие, потому что мы будем работать на котиках, а котики у нас такие специфические ребята. Да, кто-то вообще выйдет из иллюзий. Интересно, да, то есть можно было взять другую колоду, а я решила работать на котиках и на будущее. Ну, что-то вот таких интересных энергий мне хочется. Так. О чем еще тут нужно сказать? Да, собственно, все тоже. Под конец года был запущен манифест. Первый образовательный проект по практической магии, традиционному колдовству. Да. Рассматриваем разные ветки. И я на самом деле вот понимаю, насколько мы с вами... те, кто со мной изучает эти программы, да, образовательные, образованнее, чем остальные, потому что, например, зашла вчера на очень-очень большой форум каких-то сильнейших ведьм, ну, знаете, вот есть там в социальных сетях, и периодически я там трачу инкогнито, дабы, знаете, приобщиться, скорее всего, к этой всей тусовке. Ну, потому что там есть же нормальные, естественно, мастера, да, и есть такие, которые там на абсолютно вопросы, которые просто требуют знания матчасти, несут такую дичь. И я такая думаю, это явно не мои студенты. Да, мои студенты сейчас бы закатывали глаза, вот этот цокали языком бы читали подобное. Да, это не потому, что я там как-то смеюсь над людьми, которые не понимают. Я не имею права уже вообще ничего там говорить. Я просто, знаете, ментальным попкорном запасаюсь, потому что понимаю, что задавая такие вопросы и получая вот такие ответы на вопросы, не знаю, рандомной девочке, рандомному мальчику очень сложно будет найти учителя нормального, да, как бы и систему, и школу, и как бы разобраться в себе. Ну, поэтому, наверное, я создала манифест, потому что это образовательный проект. Чтобы вы и сами разбирались, чтобы вы учились ставить защиты себе, знали, да, что такое экранирование, знали, какими предметами пользовались ведьмы в традиционном колдовстве. Кто-то из вас даже в качестве спойлера искал ясень. Знаете, у нас какой-то очень интересный декабрь месяц, да, то мы ищем бревно, будучи там в больших городах, то мы ищем, соответственно, ясень. Я не знаю, где еще так интересно, как у нас. То ли еще будет.
тут как-то не про душноту, знаете ли, в магии, не про вот это ощущение ЧСВ, это действительно про открытие дорог. И я сейчас получаю много обратной связи, вот что-то из серии «Ань, спасибо», потому что ты подсветила дорогу к колдовству, там, ведовству, и я понимаю, что это просто вот одна из практик. Я перестала бояться, я перестала вот этот панически смотреть на себя в зеркало и считать, что со мной что-то не то, да, или там я познакомилась со своей внутренней силой, теперь знаю, что делать, как соединять с внешним источником, это все об этом. Это все об этом, присоединяться можно. Мы не так давно начали, и там достаточно понятные, простые задания. Каждую субботу я вам даю обратную связь, потому что это не индивидуальная работа, как вы понимаете. Да, это групповая работа, но, опять же, у вас лекционная часть полноценная и полноценное домашнее задание. Я даю обратную связь по заданиям, если там это вам необходимо. Ну, еще у меня есть закрытые расклады. Это те расклады, которые не выходят на YouTube, потому что они делаются под уже свою аудиторию, под определенную аудиторию, которая хочет глубже, которая понимает, что я, к сожалению, ограничена рамками YouTube. И как бы я не пыталась создать ту атмосферу, в которой мне комфортно работать, я эту атмосферу, наверное, могу создать только исключительно, относительно своей аудитории, потому что мне с вами комфортно работать в большинстве. Вот. Но опять же есть комментарии, когда люди пишут, что они ничего не понимают, и я понимаю, что они просто случайные, и то время и ту энергию, которую я на них потратила, я лучше потратила бы на тех людей, которые пошли бы ко мне в закрытые расклады, понимаете, им бы лучше, вот больше досталось бы, и чем просто на людей, которым это не нужно, да, тратить время. Но я так точно не хочу, поэтому да, я все это увожу в расклады по подписке. Все, наверное, в инфобоксе время начала вашего видео, а закрепленные комментарии расскажут вам, как присоединиться к проекту нейроведьмы. Ну что, выбирайте камень оранжевый, такой, да, прозрачно-оранжевый, прозрачно-зеленый, как леденец, да, и там прозрачный синий. Но это вам сейчас не очень видно, что прозрачный, вообще не прозрачные такие звездочки. Да, немножко такой праздничный, да, праздничный формат. Ковер не очень праздничный, а звездочки, да. Все, давайте смотреть, что же ждет нас, да, грядущие события. Окей. В инфобоксе время начала вашего видео. Единички, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Ну, давайте буквально 2 карты, кто передо мной, да, в каких вы настроениях, ощущениях и энергиях, да, где радость, а если найду, что там у вас, в каком коннекте с миром вы сейчас находитесь. Ну, есть ощущение, что, может быть, вам кажется, что вы теряете время, да, что нужно что-то срочно делать, вы, наверное, это не делаете, да, ну, хотя, может, и делаете, сейчас посмотрю. Рыцарь мечей, 4 пентаклей. Ну, если, опять же, смотрите меня перед Новым годом, это про желание пробить, вполне возможно, финансовый потолок или решить вопросы, которые связаны с семьей, с работой, с вашей, да, может быть, у кого-то это отстаивание личных границ, но кто-то сейчас прописывает свою финансовую стратегию на будущий год 100%. Вот, я сейчас буду читать для тех, кто задумался о планировании. Так, ну и что вы там все прописали? Давайте посмотрим. Что же вы там прописали себе? Угу. 4 жезлов, да, ощущение партнерства. То есть, если вы выходите из отношений, в которых не было партнерства, вам очень хочется полноценной, возможно, семьи или чтобы человек вкладывался. Если это касается бизнеса, то это вот ровно такая же история, только переносит у нас уже непосредственно на партнерство без романтических каких-то коммуникаций, да? Очень хочется полноценного вклада, все-таки одинакового полноценного вклада. Что вы там еще себе напланировали?
на будущий год. Ну, скорее всего, сильно эмоционально не выгорать, да, пусть выгорают в вашу сторону. Пусть выгорают в вашу сторону. Наверное, вы еще, знаете, что могли запланировать сейчас, да, что вы как будто немножко хотите ослабить хватку, тоже, опять же, большое количество контроля. И кто-то сейчас говорит о том, что я хочу семью, чтобы у меня муж занимался этими вопросами всеми. Потому что я как-то устала либо одна вывозить, либо там как-то вкладываться, типа я вот сейчас подожду, вот появится муж там, потенциальный, там решить вопросы. Или если он есть, то просто мы ему там что-то делегируем. Хорошо, ладно. Давайте события, которые грядут. Давайте мы их делим на 3 сферы. Деньги, любовь, здоровье. Посмотрим, что же нас ждет. Деньги. Ну, смотрите, что касается финансовой истории, может быть, есть у нас такая установка, что либо деньги, либо любовь, да, и совмещать крайне сложно, потому что, пятерка пентаклей сильно какую-то финансовую историю нам не обещает. Но мы сейчас посмотрим, как выйти из этой ситуации, потому что, может быть, она, знаете, даже не лично ваша, а какая-то общеэкономическая, да? Смотрите, относительно денег здесь, правда, может быть крушение планов, но, опять же, для того, чтобы вот вывести вас, скорее всего, из состояния, да, этой пятерки пентаклей. То есть, смотрите, у вас есть сейчас какие-то планы. Может быть, это касается ипотеки, там, не знаю, покупки новой машины, еще что-то, там, не знаю, может, зарплаты, вклады, неважно. И вот эта история не суждена сбыться. То есть, вот эти планы, они пока беспочвенные, потому что то, что произойдет, это про крушение этих планов. Поэтому сильно в эту сторону не планируйте. Так, карта башни, двойка чаш, луна. Тут смотрите, какая история. Если, например, вы там в отношениях с кем-то, да, и думаете сейчас о том, чтобы, допустим, съезжаться и как-то вместе там, допустим, не знаю, платить за квартиру, может быть, еще что-то. То есть, короче, смотрите, здесь получается такое, что вам кажется, что партнер здесь тоже будет вкладываться, а тут вот нет, да, здесь не обязательно так будет. И события, которые, собственно, грядут, оно про то, что вы хотите рассчитывать на вклад человека, а придется рассчитывать на себя исключительно, да? То есть вот здесь вот нужно это понимать. Хорошо, а что касается любовной истории, события, которые грядут? Слушайте, здесь относительно же все нормально. Тут вот мы можем немножко выдохнуть, потому что кто в отношениях, не в отношениях и остаются. А тройка пентаклей – это абсолютные, практически земные отношения, понимаете? Это семья. И что там, события, которые грядут? Знаете, как вполне возможно, вы сейчас скажете, да, слушайте, какая семья, я там еще не до конца денег заработала. Я еще не чувствую своей какой-то финансовой стабильности, а мне же хочется идти в партнерство. И вы где-то, знаете, как бессознательно или подсознательно все же отрицаете для себя возможность семьи, там, или, не знаю, возможность доверительных отношений. Сейчас посмотрю, почему у нас котики здесь с палками. Потому что, скорее всего, здесь был негативный опыт, когда партнер не вкладывался. Вот. И сейчас вот вы встречаете как вьетнамские флешбеки, общаясь с людьми, которые прям демонстрируют вам, что они не сильно-то и хотят вкладываться. То есть они не разделяют ваши планы на будущее. И, в принципе, это тоже нормальная история, потому что уже на берегу можно посмотреть, хотите вы с человеком идти, да, в какую-то долгосрочную перспективу. Если это не касается отношений, это касается работы, потому что расклад общий, я хочу разные сферы задействовать жизненные. Просто есть ощущение, что вы к чему-то или кому-то перегорите, потому что поймете, что вот ваши планы и желания, они вот нужны, только вам, а для планов и желаний на перспективу, с партнером надо, чтобы он этого хотел. А он как-то не сильно хочет или у него не сильно много ресурсов, то вкладываться, и вы начинаете постепенно перегорать. И события, которые грядут, это про то, что вот
вы как выходите из вот этого морока, что это вот конкретно только ваш уровень, выше я не могу, у меня не получается, идете дальше. Что касается здоровья, психосоматики и прочих моментов. Здесь есть ощущение, что вы упахались, правда. По девятке жезлов, да, у вас есть какая-то цель. Может, опять же, не знаю, там, закрыть кредит или закрыть ипотеку. Но нам говорят, что вы что-то себя не бережете. Не бережете абсолютно. Девятка жезлов – это упоротый котик. Да? Девятка жезлов и верховная жрица. Ну, есть какая-то цель. Но это больше, наверное, знаешь, тоже какая-то установка по верховной жрице в голове, что кто, если не я. Угу. Да, просто мы очень многое прям берем на себя. Но еще, кстати, такая ситуация может быть, если у вас повышение, и вам действительно нужно показать, что вы достойный кандидат на это повышение, и в какой-то вот момент вы прям будете выкладываться. Короче, давайте резюмирую ситуацию. События, в общем, которые грядут. Вот это, что хорошо, да, что вы действительно перестанете вкладываться в заведомо нересурсные отношения. Да, вы перестанете прокачивать энергетически, перестанете там кого-то мотивировать, перестанете заслуживать любовь. Это нормальная история. При этом вы вот вполне возможно поймете, что если вы там сильно вкладывались в отношения в человека, вы тем самым просто могли правда себе грохнуть денежный канал. Или смириться, как бы, что вот если у человека что-то не получается в зарабатывании денег, значит вы тоже затянете пояс, да, и будете как бы с ним на его уровне. То есть, ну, он же не может мне там дать. Получается, что у нас момент не расширение идет, да, а наоборот, когда мы сами себя сжимаем. И вот поэтому вот эта башня должна произойти. Нормальная абсолютно история. Поэтому как бы вы тут на моменте, конечно, расширение. Но только вы пока его видите в том ключе, что чтобы у меня было больше денег, мне нужно больше работать. Какие события у нас грядут по справедливости? Нормальная, адекватная семья. Такие, понимаете? Нормальная, адекватная семья. Вот, видишь? Прям накроет тебя. Да, и, соответственно, вот нормальный, адекватный кот, который, скорее всего, будет помогать тебе решать твои вопросы. А тут, ты знаешь, и там, и там, и там. Кот у тебя будет с нормальными кошачьими опциями, понимаешь? И рыбу принесет, и детей поможет воспитать. И действительно будет топить за семью, действительно за отношения. Скорее всего, тебе это очень важно. Ну, потому что зацепишь. Для него это тоже какая-то несвойственная история. Но считаю, что я тебе нагадала мужчину на пороге. Хорошо. Двоечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Какой вы у меня котик. Смотрим события грядущего. На 3 сферы: деньги, любовь, здоровье. Так, что у вас интересного? Вы выстраиваете сейчас планы на семью, или у вас есть какие-то отношения все-таки, или это момент связан с работой? Потому что, ну, как бы, это первый результат, это только самое начало. Может быть, вы недавно начали с кем-то жить, к примеру, да, по тройке пентаклей, может, съехались, или это новое направление вашей деятельности, или вы что-то начинаете с нуля, но это только первые росточки. Благо, что оно проросло все, знаете, потому что зернышко, если вспоминаете мои медитации на проживание, оно сгнить-то могло, да? Оно могло сгнить. А оно проросло, да? То есть здесь есть перспектива, да, здесь есть надежда, и вы, наверное, вот понимаете. Что у нас еще по тройке пентаклей здесь? Слушайте, это, наверное, ваш вот этот головной таракан, который будет искать подвох сейчас на данный момент в этом всем. Либо подвох, либо, знаешь, как это вот бессознательное желание во всем этом быть серым кардиналом, знаешь, и направлять рост, да? Ну, то есть руководить процессом. Угу. Есть такое. Есть такое, да? Есть, на самом деле хочется взять все в свои руки.
хочется, чтобы все было по-твоему, а ты уже получаешь первые результаты, первый росточек того, что по-твоему, кстати, может быть. Но если это касается отношений, подумай о том, что две сильные личности, и каждый здесь тянет одеяло на себя. Хорошо, давай так мы посмотрим, как ты в этом всем чувствуешь? Как ты себя в этом всем чувствуешь? Да хорошо, есть ощущение, что это ты, знаешь, там направляешь события, там, да, крутишь своим этим хвостом по часовой стрелке, у тебя королева чаш. Тебе в этом хорошо, тебе в этом хорошо, но все равно, знаешь, такие подсознательные как-то ощущения. Либо хочется ситуацию взять в свои руки, чтобы вот река текла по твоему руслу, которая ты тут как годками, да, условно там прокопала. Вот. Либо просто вот хочется немножко каких-то манипулях, опять же, чтобы люди делали так, как тебе надо. Ладно, окей. Давай смотрим деньги, предыдущие, да, события, любовь. И здоровье. Может быть, еще психосоматическая какая история, но в зависимости вот от того, что ты тут пользуешься вот каким-то котом чуть-чуть, да? Какой-то котик есть в твоем сердечке, рыцарь чаш. А может быть, это просто какой-то момент эмоциональных капризов. Ладно, давай. По крайней мере, ты получаешь эту любовь либо от мира, либо от мужчин, в частности, у тебя это есть. Ты не в отшельнике, тебя там замечают, видимо, ты симпатична многим и готова тебя одаривать чувствами. Хорошо, давай, что с деньгами у нас? Да хорошо, кстати. Вот на самом деле же хорошо, да, 9 пентаклей. Это тебе хватает, да? Грядущие события, посмотреть, тебе хватает. Может быть, на самом деле человек дает тебе ощущение вот этой вот какой-то стабильности, ощущение того, что ты здесь, значит, у нас богатая женщина, да, богатая, влюбленная, путешествующая женщина. Что у нас еще? Да, ощущение, что ты это все получаешь от какого-то кота. От какого-то кота, да? Кот дает тебе какую-то финансовую стабильность. Хорошо, смотри. Поэтому здесь, правда, по второму варианту мы немножко можем расслабиться. Поэтому грядущее — это про то, что действительно у тебя там что-то есть. Может быть, копилочка какая-то инвестиционная, может, еще что-то. Вот есть. Хорошо. А любовь? Ты знаешь, есть ощущение, что если только вот начало отношений, конфетно-цветочный букет, это может вывести к чему-то хорошему, да, 3 жезлов. Конечно, карта сама по себе бизнесовая, но, наверное, это все больше у нас идет на продолжение отношений. На продолжение отношений, да, здесь вот, собственно, мы про любовь с тобой смотрим, здесь вот чувство, знаешь как, вот чувство есть, и нам действительно кажется, что вот весь мир открыт перед нами, да, что мы действительно на своих чувствах, на своей любви, эмоциях как будто все вывезем, и вот мы идем вперед, и там открывается исключительно прекрасное, светлое будущее, вот, и, может быть, тебе человек очень много сейчас обещает, который в тебя влюблен, посмотри. Прям какая-то любовь на любовь. Смотри, кубки у нас по второму варианту. Что касается здоровья, как интересно, слушай. А что касается здоровья, карта смерти. Пусть это нас не смущает, потому что, может быть, если человек этот появляется как бы в твоей жизни, вот, может, он тебя как раз и исцеляет, да? Смотри, что касается здоровья, тут, наверное, про то, что необходимо обратить внимание, что у тебя там по-женски. Как бы именно по той причине, что, скорее всего, вот эти все кубки тебе необходимы, да, как вот ощущение нежности, исцеления и прочего. Да, есть такое. Есть такое. И если, например, ты знаешь, что это твоя проблема, вот это какая-то история по-женски, может быть, даже там тебе говорят, что нужно какое-то более серьезное лечение, то, в принципе, тебе хочу сказать, по 7 жезлов и по справедливости. Тут, наверное, есть некий момент психосоматики, если ты все же
немножко выдохнешь и отпустишь состояние контроля, у тебя будет больше доверия, то вполне возможно, что вот если у тебя есть какой-то диагноз, он не подтвердится. Понимаешь? Не подтвердится. Так, императрица. Десятка мечей. Жезлов. Потому что часто очень девочкам кажется, да, что если у них там нарушения, там, репродуктивный цикл, фертильность или, например, какие-то более серьезные болячки, которые связаны с, там, допустим, женскими этими нашими, да, всеми нюансами. И нам кажется, что если вдруг там какая-нибудь там операция полостная или еще что-то, ну, там что-то грозит, то это про то, что мы как будто и теряем свою привлекательность, да, для человека, или мы там боимся потерять свою привлекательность, кто-то боится возраст потерять свой, для кого-то, например, с партнером там разница в возрасте. Но вот какие-то моменты, знаешь, опасения, что с тобой что-то не так, но тебе нужно оставить в прошлом, чтобы просто психосоматически не притянуть то, что вообще не твое, то, что не свойственно, взять какие-то, знаешь, чужие мысли, не твои совсем. Ну, потому что все хорошо, посмотри, здесь очень много кубков, эти кубки красивые, они наполнены. Смотри, какая красивая у нас королева чаш. Она и свое отражение там видит, и, наверное, кошака своего. Хорошо. Такая позиция. Троечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Как вы устали все-таки, да, прям состояние уставшего котика. Либо кто-то спать сейчас очень сильно хочет. Просто, может быть, ощущение какой-то прям тоски, да? Хорошо. Сейчас посмотрим. Так, что вы за котик? Каких вы сейчас энергиях? Так, посмотрим 3 сферы жизни. Ну, вот смотрите, с одной стороны двойка жезлов, и вроде как мы хотим куда-то дальше пойти или открыть какую-то дверь. Но в двойке жезлов вот как таковой, там вот она, дверь еще не открывается. То есть мы еще стоим, пустой домом, открыть, не открыть. Идти туда, не идти, да? Да, да или нет, нет. Да, да, нет, нет. Относительно чего двойка жезлов? Ну, скорее всего, здесь еще есть партнеры, помимо того, да, кто вам там уже нравится, потому что, может быть, знаешь, нравился один, сейчас нравится как бы второй. При этом есть тот, кто вас добивается, но как будто вы не видите сильной перспективы с этим. Давай посмотрим еще. Здесь явная просто история, когда два, да, человека. Может быть, это момент, когда ты в треугольнике, да, но при этом, если ты в треугольнике, то ты выбираешь, что у тебя еще в личной жизни. Слушайте, могу читать для тех, кто там как-то пофлиртовал, да, теперь получается, нужно вернуться в семью, смотри. Смотри, как интересно, да? Вот у нас тут кот на коленях стоит. Либо это ты, соответственно, да, там, либо кот твой погулял и, соответственно, в семью вернуться хочешь. Давай еще посмотрим, что там про тебя. Потому что здесь тоже вот сразу про меня показывают сразу какую-то любовную историю. А если не любовная история, что еще про тебя? Девятка чаш, десятка чаш. Карты силы. Ну, здесь просто на самом деле такое, что очень сильно не хватает романтики. Очень сильно, как будто мы сами бьем себя по рукам, по лапам, по хвостам из-за того, что мы ее хотим. Потому что нам кажется, что она вот прям приведет к чему-то плохому, да? К греху, грехопадению какому. Хорошо. Скорее всего, ваши чаяния и надежды относительно романтического союза, да? А что у вас сейчас в личной жизни? Двойка пентаклей, девятка пентаклей. Ну, я не знаю, может, вы доите сразу двух? Или хотели бы, да? Чтобы сразу, ну, два мужчины участвовали в вашей жизни.
Давайте смотреть. Так, давайте. Деньги. Ну, на самом деле, если бы вы хотели, они бы у вас были в том количестве, в котором нужно, может, они и будут, потому что вот она, карта мага. Карта мага хорошая достаточно на деньги. Это говорит, что у вас есть все качества, чтобы их там зарабатывать и прочее. Будут, в принципе, смотри, что там в грядущем. Да, столько, сколько надо, да? Маг, тройка пентаклей. Карта силы. Да, потому что будут, потому что у тебя есть источник денег. Давай так, источник денег у тебя есть. А что за источник денег нам на будущее обещают? Десятка чаш, что-то по любви ты делаешь? Десятка жезлов. Шестерка чаш. Смотри, здесь, если мы, опять же, выходим из сценария, что деньги тяжело, они начинают даваться легче. А тут нужно выйти, конечно. Нужно выйти. Ну окей, ладно. Так, а что с личной жизнью? Тебе же она нужна, да? Так, а что по справедливости? Это чей-то развод или что там? Или союз, наоборот? О чем здесь карта справедливости? Ну вот, смотри, есть же у нас личная жизнь на будущее, мы тебе смотрим. Чашки есть, вон в шапочке идет какой-то. Слушай, я так понимаю, что это вроде как такая нормальная история, какие-то нормальные отношения, да, потому что если мы проходим какой-то вот урок на ценность, и 100% мы ищем, ну, человека, да, с уже повышенной планкой, и вроде, смотри, нам показывают, что они его показывают, подсвечивают, дают. В перспективе он у нас есть, да, как вот событие грядущего будущего, что касается личной жизни, то есть оно у тебя будет. А тут смотри, какой момент. Тут еще, видимо, момент какой-то внутреннего соревнования, потому что явно тебе покажут человека, который, там, не знаю, какой-нибудь лев или скорпион. Кто у нас там очень любит обращать на себя внимание? Такое тебя показывает на будущее, грядущие события. Но он такой, знаешь, этот пресыщенный такой персонаж, вообще его сложно чем-то удивить. И, может быть, ты такая, ты типа, да, я вас типа знаю, как облупленных всех, вот. Но здесь прям что-то торкнет активно очень. Давай здоровье смотреть. Тут нормально все, потому что, скорее всего, если будет личная жизнь, вот тут жезлов, то и со здоровьем тоже вот показывает хорошо. Вот смотри, прям как свежее дыхание, новое, как я не знаю, может, омоложение какое-то, да, тут жезлов. Тут жезлов, тройка жезлов. Но тебе знаешь, как здесь говорят относительно здоровья, да, события, которые грядут? Это про то, что вот у тебя есть вот ощущение какой-то такой упоротости, что ты можешь, знаешь, как удариться в одну какую-то сферу и не замечать другие. И что касается организма, здесь нужен полный чекап, а не то, как ты там, допустим, можешь сказать, ой, да я знаю, у меня там анемия, да, потому что я знаю, что мне там витамины нужно пить. И все, и начинаешь кровь как бы качать, да, там забывая о том, что там гормоны, еще что-то. А здесь как бы нужен полный чекап, и, наверное, больше доверять врачам, кстати. Потому что есть такое, что ты, знаешь, не ходишь к врачам или не хочешь ходить к врачам, потому что очень сильно боишься, что они тебя могут напугать. Типа, да я сама типа все знаю. Отстаньте от меня все. Ну что там, а у нас в будущем же возникнет, да, необходимость идти к врачам? Ну, почему тебе кажется, да, что это вот прям деньги, деньги, деньги.
да, что только начнешь к ним ходить, они тебя начинают просто разводить на день. Это просто мысль в голове. Вот, это я все читаю. Но при этом мне вот интересно, что касается будущего твоего на здоровье, почему мне так активно показывают, что нужно к врачам? Да надо, слушай, чтобы тебя просто в один прекрасный момент не долбануло от твоей переработки. Потому что ты очень много перерабатываешь, пытаешься сказать себе о том, да блин, я же сильно не устаю, мне же нравится моя работа. Но в какой-то момент, смотри, поскольку у тебя есть психосоматический страх успеха, тебя может прям рубить на самом подходе, понимаешь, к твоему Олимпу. Вот. И здесь больше психосоматические нюансы, так что обращай внимание, да. То есть мы вроде как бы хотим триумфа и роста, но сами это все блокируем. И вот события грядущего, они опять же нам показывают, вот ты в шаге от успеха, и ты начинаешь скатываться, но именно по той причине, что психосоматически тебе это не дает двигаться вперед. Поэтому, опять же, если ситуацию проработать, которая касается успеха, самозванца и прочего, то может быть ситуация, когда тебя буквально, да, сваливает, да, на пути к успеху, там просто дверь уже нужно открыть на сцену, и там тебя закидает овациями, цветами, все, у тебя там обморок, головная боль, там, не знаю, кашель, там любого рода психосоматика, или шею заклинило, понимаешь? Поэтому психологически мы сначала идем туда, да, и тем самым просто ограничиваем себя от тех событий, которые, опять же, могут тебе подсветить, что ты очень сильно боишься выхода из сценариев. А в сценарии там сильно, как ты знаешь, славы и признания нет. Вот такая вот история у нас по третьим вариантам. С вами была я, ваша нейроведьма.